Каждый день люди в определенном районе, включая прохожих, замечают, что бродячие собаки всегда навещают одного и того же бездомного попрошайку. Желая выяснить причину, женщина спросила нищего, почему вокруг него всегда толпится много бродячих собак, и его доводы потрясли мир. Дину было чуть за 40, и он прошел через множество испытаний и лишений в жизни, прежде чем начал заниматься попрошайничеством. До того, как Дин стал нищим, он был трудолюбивым человеком, который делал все возможное, чтобы заработать деньги. Хотя он так и не закончил колледж, Дин решил заняться тем, чем был увлечен. Он открыл бизнес, и поначалу он процветал. Но спустя годы с его бизнесом случилось нечто ужасное, и он был вынужден его закрыть. Поскольку Дин был очень увлечен своим делом, он изо всех сил старался вернуть его к жизни. Но когда этого не произошло, его жизнь пошла по другому пути, и он стал нищим. В отличие от других попрошаек, которые всегда были сварливыми и заносчивыми, Дин был другим. Он был более сообразительным и активным, всегда улыбался и махал прохожим рукой. Он всегда говорил «спасибо» после того, как кто-то давал ему деньги, и никогда не забывал ни одного лица. На самом деле, одна из причин, по которой казалось, что у Дина было больше людей, которые давали деньги и еду, чем другим нищим, заключалась в том, что каждый раз, когда Дин видел кого-то, кто помогал ему деньгами в прошлом, возможно, кого-то, кто жил по соседству, или прохожих, которые постоянно ходили этим маршрутом, Дин еще раз поблагодарите их за то, что они помогли ему на днях. Он всегда проявлял благодарность к своим помощникам и никогда не чувствовал себя вправе претендовать на то, что получал. Но помимо того, что Дин был известен тем, что всегда проявлял признательность людям за их прошлые услуги, он также был известен как попрошайка, вокруг которого всегда были собаки. Бродячие собаки, если быть точным. А началось все с одной собаки. Была одна особенная собака, которая всегда крутилась вокруг Дина, и иногда люди, живущие по соседству, и прохожие, видели, как он, завернув собаку в одеяло, как ребенка, выпрашивал деньги. Поначалу, когда люди видели Дина с собакой, они думали, что собака, должно быть, была его компаньоном в детстве, а поскольку собаки были более преданными, чем люди, ему приходилось повсюду следовать за своим отцом. Но это было неправдой. Дин никогда не знал этого пса, пока тот не начал просить милостыню на улице. Случилось так, что в тот самый первый день, когда Дин начал просить милостыню на улице, он как раз обедал, когда заметил бродячую собаку, которая обнюхивала все в поисках еды. Из любви и сострадания к голодному животному Дин попытался поделиться с собакой своей едой, не спугнув ее. Поначалу пес, которого Дин позже назвал Скоттом, не был уверен, можно ли ему доверять. Но после нескольких дней кормления Дином Скотт научился доверять Дину больше, и они стали хорошими друзьями. С самого начала их дружбы Скотт старался навещать Дина каждый день. И Дин не остановился на том, чтобы просто поделиться своей едой со Скоттом. Он с любовью относился к своему новому другу и регулярно играл с ним. Большую часть времени можно было видеть, как он прижимает к себе Скотта, завернутого в одеяло, как младенца, и именно поэтому люди по соседству могли узнать его. Спустя несколько месяцев после того, как Дин и Скотт подружились, Дин понял, что он все еще может быть полезен, даже будучи нищим. Хотя он не мог помочь другим нуждающимся людям из-за своего финансового положения, он верил, что может помочь нуждающимся животным. За те несколько месяцев, что Дин провел на этой улице в качестве попрошайки, он заметил, что каждую неделю на улице появляется по крайней мере одна новая бездомная собака в поисках еды, поэтому он решил начать заботиться о них по-своему. Дин начал притягивать к себе бродячих собак одну за другой. Чтобы позаботиться о них, он делился с ними своей едой, а если у него не было еды, он покупал им еду на те небольшие деньги, которые зарабатывал попрошайничеством в течение всего дня. Вначале, помимо Скотта, на попечении Дина были еще 3 бездомные собаки, и он любил их всех одинаково. Он не относился к собакам по-другому и не давал им больше корма из-за их размера. Он любил их всех одинаково.
Собаки тоже любили Дина в ответ. Иногда они все сидели или спали рядом с ним в течение дня, пока он выпрашивал деньги. После того, как Дин взял на свое попечение 4 собак, он решил, что в итоге у него останется только 4 из-за финансовых трудностей. Но его страсть к другим бродячим собакам не позволила ему этого сделать, поэтому он продолжал ухаживать за другими бездомными собаками. Дошло даже до того, что другие бродячие собаки по соседству заметили, что Дин приветлив, и стали приходить к нему все чаще. Менее чем за год, что Дин прожил на этой улице, у него на попечении оказалось более 15 собак. И чтобы показать свою любовь и поддержку отцу, все собаки навещали Дина каждый день. Иногда они навещали его в разное время суток. А иногда все собаки случайно собирались вокруг него, виляя хвостами, чтобы привлечь его внимание. Помимо желания помочь бездомным собакам, Дин был счастлив в их обществе и никогда не чувствовал себя одиноким. Несмотря на то, что ему приходилось давать всем собакам корм небольшого размера, чтобы его можно было раздать по кругу, он был рад, что смог создать для них фигуру, на которую они всегда будут равняться. Он пообещал себе, что сделает все, что в его силах, чтобы всегда заботиться о них и никогда их не бросать. Хотя Дин невинно играл с этими бродячими собаками и кормил их каждый раз, когда они приходили к нему, он понятия не имел, что люди начали замечать, как много бродячих собак приходит к нему каждый день, и не понимали, почему. Кроме того, каждый раз, когда люди проходили мимо Дина и видели, как много собак толпилось вокруг него, они обязательно поворачивали головы и смотрели еще раз. Однажды, когда Дин, как обычно, кормил бездомных собак и играл с ними, к нему подошла женщина лет 25. Когда Дин увидел, что женщина направляется к нему, он подумал, что она хочет дать ему денег, но на самом деле она пришла задать ему несколько вопросов. Эта женщина была одной из тех, кто обратил внимание на отношения Дина с собаками, и она хотела знать, почему к нему каждый день приходит так много бездомных собак. Удивленный вопросом женщины, Дин рассказал ей о своем прошлом, о своей любви к животным и о том, как он хотел что-то изменить, несмотря на то, что был бездомным попрошайкой. Потрясенная историей Дина, женщина спросила Дина, может ли она поделиться ею в социальных сетях. Так совпало, что она была влиятельным человеком в социальных сетях, и когда Дин согласился, она согласилась. Через несколько дней после того, как женщина поделилась историей Дина в социальных сетях, его история стала популярной, и это разбило всем сердца. Что касается прошлого Дина, то он с детства был неравнодушен к животным. За несколько лет до того, как стать нищим, он владел приютом для животных. Вначале дела в его приюте шли отлично, но когда правительство прекратило его финансировать, а пожертвований волонтеров стало недостаточно, он был вынужден закрыть его. К счастью, некоторые животные нашли новые дома, но из-за ограниченного пространства ему пришлось приютить некоторых животных. Когда это случилось, Дин решил, что во всем виноват он сам, что он потерпел неудачу и бросил беспомощных животных, которые смотрели на него как на отца. Из-за этого он впал в тяжелую депрессию и алкоголизм и в конце концов оказался на улице в качестве нищего. Когда люди увидели, что Дин не позволил своему положению помешать ему заботиться о животных, которых он любил, люди со всего мира отправили финансовые пожертвования, чтобы помочь Дину выбраться с улицы. Поддержка незнакомых людей была настолько ошеломляющей, что Дин не мог поверить, что это происходит с ним на самом деле. К счастью, благодаря помощи нужных людей и финансовой поддержке, которую он получил от стольких незнакомых людей, Дин ушел с улицы, начал жизнь заново и продолжил заниматься тем, что он любил больше всего – помогать нуждающимся животным. Сегодня Дин продолжает помогать как можно большему количеству животных. Он ежедневно подкармливает бездомных собак и приютил у себя столько, сколько смог. Весь его дом, сад и даже машина заполнены нуждающимися собаками. Это вдохновляет и поражает как Дин,
не позволил своей бездомности или финансовому положению отнять у него глубокую любовь к животным. Большинство людей в его ситуации с легкостью сосредоточились бы только на себе, но Дин не позволил своему окружению, нехватке денег или тому скудному количеству еды, которое он зарабатывал попрошайничеством, помешать ему заботиться о нуждающихся животных. Это показывает, что жизненные ситуации не могут разрушить нашу страсть или изменить нас самих изнутри, если мы сами этого не позволим. Привет! Спасибо, что посмотрели эту историю. Если вы дочитали до этого места, пожалуйста, оставьте комментарий с вашими мыслями об этой трогательной истории. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые истории.